стоимость недвижимости скоро упадет. Мясо. Людям интересно мясо, да, узнать. Квартиру купить проще, а выхлоп будет примерно тот же. Наверное, существует стереотип: всем вкладчикам деньги вернули. Еще один график. Ага. Средняя цена по Польше, она еще намного ниже, чем по Европе. Даже в Братиславе дороже. То есть деньги сжирает инфляция постоянно, да? На тебя смотрят как на мясо. И это значит, что он может завозить больше 10 тысяч со старту. Правильно? Стоить оскорбительно больших денег. Друзья, всем привет! Рад вас видеть, слышать. Сегодня мы будем говорить о недвижимости в Польше, о том, как ее выгодно покупать, какие есть способы и инструменты, можно ли на этом заработать, потому что Николай нам развеет мифы, замотивирует нас и вообще разберем эту всю ситуацию. Перед вами сегодня Николай, мой товарищ и человек, который разбирается в недвижимости. И, Коль, в 2 словах о себе. Расскажи, кто ты, как давно в Польше и в чем твоя экспертиза. Привет, меня зовут Николай, я в Польше уже 10-й год. Экспертиза моя прежде всего, наверное, в маркетинге, то есть я тут уже 10 лет занимаюсь маркетингом. В основном свою карьеру я начинал в компании Google. Там мы вели основные проекты топовых украинских компаний, начиная от Хортицы, там Ласунки, даже вели президентские кампании и выборные кампании. И с 2019 года также активно тут занимаюсь недвижимостью. У меня есть личный кейс по недвижимости, который я бы тоже хотел рассказать. И сейчас, на данный момент, у нас большая компания, большая команда хороших, умных, экспертных профессионалов, которые представляют услуги по подбору, покупке, аренде недвижимости в Польше. Окей. Сегодня на основе этого опыта мы разберем недвижимость. Как ты думаешь, с каким идеальным результатом люди сегодня должны уйти? Вот они посмотрят этот подкаст, там, часовой, да? Что одну какую-то идеальную мысль они сегодня могут вынести? Наверное, существует стереотип, по которому Польша кажется неинтересной для инвестирования. И Европа в целом, я бы сказал. Или только Польша? Ну, мы сейчас про Польшу. То есть Европа — это отдельный, наверное, еще кусок, который может быть иногда даже менее интересным. Польша для всех всегда была, я думаю, для украинцев, да, всегда была каким-то недоразвитой страной, наверное, с недоразвитой недвижимостью, особенно с недоразвитым рынком. И на этот рынок всегда смотрели как на какую-то окраину Европы. И сейчас, на данный момент, это одна из самых развивающихся стран, с одним из самых развитых рынков, в том числе недвижимости, и растущим. И, наверное, я бы хотел за этот выпуск рассказать про то, что здесь можно зарабатывать, и легче зарабатывать, и для этого не нужно лететь за океан. То есть это у нас под боком. Окей, то есть идеальный результат такой. Вы смотрите этот подкаст и понимаете, мотивируетесь и понимаете, что в Польше можно зарабатывать, да, и разбираетесь в инструментах, в каких-то, которые мы сегодня обсудим. Расскажи еще в 2 словах про кейсы какие-то. Мы еще обсудим детально какие-то конструкции, да, я так понимаю, но про кейсы именно про опыт. Что ты работал, я не знаю, какие-то цифры, сколько ты сделок сделал, я не знаю, риэлторов нанял, уволил, чтобы у людей было больше понимания. Потому что мы с тобой, помнишь, в начале подкаста, позавчера, да, мы созванивались, обсуждали, что мы, в принципе, молодо с тобой выглядим, да, и нас смотрят разные люди, в том числе и взрослые люди, которые постарше нас. И расскажи про кейсы, чтобы люди понимали, что ты прям заряженный такой. Слушай, на самом деле, да, я боялся, что из-за еще не слишком большого возраста, знаешь, вот этот мем, который сейчас гуляет, что когда риэлтор 2005 года рождения рассказывает тебе про то, куда инвестировать, в целом есть определенный опыт. Я думаю, что в среднем наши агенты закрыли по где-то 40 продаж. То есть это, не знаю, это много или мало. То есть это, наверное, намного больше, чем 95% всех риэлторов русскоязычных в Польше, в Варшаве. С другой стороны, это и не 200, и не 300 продаж. Этот опыт нам помогает сейчас выносить какие-то выводы, делать какие-то выводы и как-то прогнозировать. Я думаю, что мы собрали очень много аналитических данных,
на основе которых мы можем что-то подсказать инвестору или человеку, который хочет покупать недвижимость в Варшаве, ну или в Польше. Я бы, наверное, удержался от субъективизма. Я бы точно не хотел тут рассказывать. Знаю, я уверен, я точно знаю. Вот что так рынок будет. пойдет вверх. Да, или что рынок пойдет вниз. Да. В целом, я точно знаю, что я не знаю, куда пойдет рынок. И я точно знаю, что нету человека в Польше, который бы сказал, куда пойдет этот рынок. Я хорошо разбираюсь в статистике. Статистика — это такая вещь, которой я очень сильно доверяю. Которую мы сегодня обсудим. Да, как раз я вот смотрю, у нас тут по плану как раз скрины. Да. Да. Как ты вот здесь буду, да? Как ты пока... Здесь. Да. Здесь скрины тут буду, да. То есть я на самом деле доверяю статистике, на основе этого делаю какие-то выводы и могу тебе сказать. Вот смотри, есть так, есть такие вот кейсы. Если ты хочешь, чтобы у тебя было так же, ты можешь повторить. Будет ли у тебя так же? Не знаю. То есть есть много разных факторов. Я их тоже на самом деле могу раскрыть. Факторов чего? Факторов того, пойдет рынок вниз или пойдет рынок вверх. Обязательно обсудим. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Давай сразу тогда по статистике мясо. Людям интересно мясо, да, узнать. Экскурс назад, экскурс в историю, потому что, понимая, кто мы были до этого, где мы были до этого, мы можем делать какое-то prediction, какое-то предсказание на будущее. Расскажи в 2 словах, что было до этого с рынком недвижимости. Хорошо, давай расскажу с того момента, как я еще в школу ходил, 2007 год, который, в принципе, дал по жопе всем, да. С этого момента Польша, в целом, мы говорим сейчас про среднюю Польшу, и в том числе Варшава даже, может, чуть-чуть лучше от среднего, растет в цене год к году примерно 10%. То есть это очень стабильный рынок. Стабильный в чем? Стабильный, потому что стабильно все тут голодны на недвижимость, ее стабильно не хватает, и она стабильно растет в цене. Здесь были аномальные какие-то моменты в Польше. Это был ковид и начало войны. Рынок пошатнулся. Да. Ну, как бы в Польше он вырос. И он и в ковид вырос, и вырос также во время начала войны. Ну и сейчас растет дальше. То есть аномалия в том, что он вырос сильнее, чем обычно. Последний год дал нам 25% роста цены. В среднем 850-900 долларов на квадратный метр. Вся недвижимость везде выросла. Окей, класс. Что еще? Какие еще цифры мы можем с прошлого достать, которые мы можем использовать и опираться на них в будущем? Кредитные ставки, да, их изменения. Был же момент в Польше. Давай немножко похейчу, да, ну, чтобы как бы это не выглядело, что тут все маслом помазано. Был период такой, когда очень сильно выросли ставки, и у меня был знакомый, который начал платить за свой кредит в 2 раза больше. То есть, условно, платил 4, стал платить там почти 7. И это как-то повлияло и вообще влияет на будущее, да? Или это типа просто эпизодическая история и вообще пофиг, что там было, обсудим текущие ставки? Я могу ответить на твой вопрос своим кейсом жизненным, потому что я купил свою первую квартиру в конце 2019 года, за пару дней до Нового года. Мы уже подписали акт нотариальный, и в целом я взял ее в кредит, то есть я прошел этот путь полностью от начала до конца. Я платил за квартиру $200 в месяц. Это квартира, в которой... Класс. Да, это же класс или нет? $200. Это дешево. Сейчас сидит какой-то Игорь Иванович в Украине, в Киеве, и думает, что, наверное, пацаны прикалываются. Может, они на 0 ошиблись или как-то еще. Ну, потому что кто-то $200 за вечер в Киеве тратит на ужин. Расшифруй это.
Ты уверен? Это точно Да, правда? что как бы я точно, ну, я не покупал 100 метров квартиру, я покупал для себя и для жены, то есть нам хватило, это получается 1+1, да, в Украине это однушка, когда одна спальня, в Польше это называется двухкомнатная уже квартира, да, когда у тебя есть спальня и есть кухня, совмещенная с диваном. Студия, типа. Ну да, там стол, диван, вот это все. Окей. Что про эту квартиру можно сказать? И сколько потом стал стоить кредит, когда он... Да, потом он начал стоить $600. У меня доходило в конце 22-го, начале 23-го, я платил уже $600 за эту квартиру. Ну, что в целом не больно и не критично. Да, то есть это не больно, потому что мы покупали квартиру за $1500 за квадратный метр в 2019 году. А сколько сейчас стоит? Сейчас на твой конкретный объект? На мой конкретный объект, смотри, тут очень важно то, что люди выставляют, и то, почем они продают. Реально, да? Вот этот момент, да. В целом мы можем называть ее новостроем, потому что квартира новая, то есть дому 4 или 5 лет. Ну да, это новострой. Пока это еще новострой. Я могу сказать, почем соседи мои продали. Да? Соседи мои продали по $3500 за квадрат. Мне кажется, я продам свою, если сегодня буду продавать, по 4. У меня высокий стандарт. То есть мы делали для жизни. И в целом у меня чуть-чуть выше стандарт, потому что высокий стандарт в Польше — это уже когда у тебя есть кондиционер, когда у тебя есть... Сейчас кто-то в Украине посмеется. Да. То есть здесь это мало встречается такая история. То есть если у тебя есть кондиционер, если у тебя есть хорошая мебель на заказ, если у тебя мебель типа до потолка, ставил, да? Если у тебя мебель не до потолка хотя бы, да, то есть, знаешь, самое дешевое ее ставит еще там 20 сантиметров, пыль собирается. Ну да, там чисто для пылесоса или еще для тряпок. Соседи мои делали такую, и они продали по 3,5, это уже с ремонтом, да, и продали буквально месяц или 2 назад. То есть я в этом... Я почему про это знаю? Потому что я, как человек с агентством недвижимости, сильно на них как бы обиделся. Что не я и продавал. Смотри, да, то есть в этом случае эта квартира, все равно эта квартира недорогая. То есть они продали ее по, наверное, где-то по 600 тысяч за квартиру, за целую, 600 тысяч злотых. При таких транзакциях, наверное, риэлтор не нужен. То есть это не такие суммы, знаешь, где человек еще готов кому-то процент платить. Ну да. То есть это такие вот как раз истории, где кто-то один заехал, чтобы там пожить пару лет, пока не обзаведется семьей побольше. Промежуточная история. Ну да. Обычно вот поляки так и покупают. То есть до 30, до 35 они живут максимум 3 в этой квартире. И вот сейчас у меня уже 2-й ребенок на подходе. Я уже понимаю, что все, она нам маленькая. То есть мы уже должны съезжать. Или продавать эту, покупать новую, или эту сдавать. Потому что сдавать... Сейчас кредитные ставки опять упали. И сейчас за квартиру я плачу, давай посчитаю, уже где-то $350. Уже не 600. Да? То есть вернулись эти процентные ставки чуть-чуть назад. И я понимаю, что плачу я за нее 350, а сдать ее в аренду я могу все равно за 900. То есть для меня это даже прибыльная история может быть. Ну да, классно, математика бьется. Слушай, бьется и... Давай ее ударим еще сильнее. Давай. И разберем текущий... Давай так. Мне нужен текущий ответ на вопрос, почему Польша, да? В контексте цифр, какой-то аналитики, тех скринов, которые ты тут покажем и скидывал. Насыпь нам, пожалуйста, что происходит сейчас или будет происходить? Ставки, средние цены квадратных метров. Вот, да, смотри, есть 2 пути, по которым этот рынок пойдет. Может, даже 3. Либо вверх, либо вниз? Да, либо вверх, либо вниз. Это прям как с битком, понял, получается? Ну, тут чуть-чуть все-таки попроще, потому что тут еще Польша не знает истории человека, который бы потерял на недвижимости. В любом случае, даже если она просядет, все равно за год, 2, 3 она все равно выстрелит еще, цена пойдет в гору. И в целом, даже если вдруг ты купишь в неудачное время, все равно, если посмотреть на рост на любом графике... По экспоненте ты имеешь в виду, он растет? На рост, который идет по экспоненте, то можем посмотреть, что на самом деле... есть риск то, что ты просто не заработаешь на протяжении года, но на протяжении 2-3 точно. Вот, примерно так. Есть аргументы у многих людей, почему стоимость недвижимости скоро упадет. Называется это мыльным пузырем. Да? То есть почему мы сейчас на стадии такого мыльного пузыря, почему на этом никто не заработает, и это все подешевеет. Основной аргумент — это то, что зарплата в Польше сильно не дотягивает
до стоимости недвижимости. Типа, что недвижка перегретая уже и ЗП не дотягивает. Да, то есть мы берем какую-то среднюю по стране, да, потому что если мы, например, возьмем Бельгию, где в Брюсселе стоимость недвижимости, как сейчас в Варшаве, в среднем, да, но зарплата там выше в 2-3 раза, чем в Варшаве, понимаешь, да? Да, класс. Вот это аргумент. Да. И скоро как бы эксперты считают, которые за эту теорию, они считают, что людям не хватит денег на то, чтобы покупать эту недвижимость, застройщики не смогут ее продавать, соответственно... И типа рынок встанет где-то. Конечно, да? встанет и начнет падать. Да, именно так. Класс. То есть сейчас это все один из возбудились, аргументов. понял? На той стороне экрана возбудились, потому что это звучит как аргумент. Да, и я лично знаю многих людей, которых вот как раз эта история останавливает. Да. Да, есть второй аргумент в плохую сторону. Это война на границе. То есть Польша будет первой страной, которая, если будет война, Третья мировая, да, она будет следующей, в которую будут заходить. Да. Соответственно, страна, в которой идет война, обычно в ней недвижимость не дорожает, а даже есть риск, что в эту недвижимость что-то прилетит. И я, если честно, верю в то, что рынок дальше будет расти. Это мое субъективное мнение, которое я точно никому не навязываю и не говорю, что так точно будет. Да. Почему он может вырасти? Потому что исторически, особенно если говорить про Варшаву, смотри, варшавский рынок я знаю очень хорошо, польский я знаю просто хорошо. Да? Если говорить вот как раз про то, что я хорошо знаю, Варшава была уничтожена немцами и русскими в том числе, наверное, на 80%. То есть здесь не было вообще ничего. И весь старый город, который ты видишь, его перестраивали под старину. То есть эти здания, которые выглядят как будто бы им 500 лет, им 50-80 лет. То есть вот такая история, да, их просто под старину переделали. И здесь всегда не хватало недвижимости. Здесь всегда было больше желающих купить, чем продавцов. Раньше, даже в 2000 году еще, люди вставали в очередь, то есть давали объявление в газету, и ты приходишь, а у тебя 10 человек с одной и той же газетой стоит под дверью, и все хотят купить. И на этой же газете писали, сколько готовы заплатить за эту квартиру. То есть такая история. То есть местный OLX, да, такой был? Типа того. Спрос был очень сильный. Он как бы и остается. То есть прошло уже 80 лет. Но как бы люди дальше, им не хватает. Особенно не хватает новой недвижимости. Первичка в Польше продается сразу на этапе котлована. Возможно, остается 5-10% каких-то супер угловых, супер неудобных, неликвидных квартир. Или они просто слишком дорогие, потому что остаются там 100-метровые, 150-метровые. Которые непонятно куда приткнуть, да, эти объекты? На которых просто нету денег у людей обычно. Ну, то есть среднестатистический поляк, у него нету там 2-3 миллиона на то, чтобы взять кредит на 150 метров. То есть оно уже все-таки чуть подороже стоит. И сейчас можем, пока мы не ускакали далеко, ты говоришь, продается на котловане. Расшифруй это для простых людей. Я, допустим, не знаю, что это такое продается. Хорошо. Что ты имеешь в виду конкретно? У застройщика есть разные этапы постройки, и эти этапы разбиваются на, условно, приготовление земли под постройку, вычищение и так дальше. Потом вырывается котлован, обязательно на подземный паркинг. Согласно новым законам, наверное, там, с 2017 года, обязательно должен быть подземный паркинг, потому что проблема с паркингом как бы в Варшаве есть. И на этом этапе застройщик привлекает уже деньги от покупателя. То есть как это выглядит? Застройщик говорит, я вот построю такой дом, показывает визуализацию, говорит, этот дом будет через 2 года. На этом доверии покупатель вносит первый взнос за эту квартиру. И дальше... Каких-то 10-20%, да? Обычно это 10%, да. Обычно есть. Дальше покупатель, внеся эти 10%, или идет в банк получать кредит, или платит раз на 3 месяца каждый квартал, дальше там по 10, по 20, по 30%. Это разбивается на какие-то части до окончания постройки. И рассрочка такая. Рассрочка беспроцентная, да, в Польше это рассрочка беспроцентная. То есть условно, и еще раз, я могу купить квартиру на котловане, ее нужно покупать только на котловане, потому что если это первичка, ее просто тупо разберут обычно, да, за месяц, условно, да?
И я могу договориться на условиях рассрочки на 2 года, где я буду условно каждый квартал давать 10-15% от стоимости квартиры. Именно так. Все зависит от того, когда застройщик отдает ключи. Он декларирует. Мгм. Кто-то отдает через год, кто-то через 1,5, кто-то через 2,5. Как часто не достраиваются квартиры? Как часто с этим есть проблемы? Ну, потому что в Украине, ты же понимаешь, да, история с котлованами — это, ну, примерно как в казино, я так понимаю, пойти поиграть. Там конверсия 50/50. Да, там мало кто покупает на котловане, то Да. есть обычно И покупают уже, дельта когда... между котлованом и построенными и сданной в эксплуатацию объектом, реально сданным, в Украине, ну, прям значительная, понял? Люди на этом бизнес строят. Мгм. Как здесь? Как здесь? Я бы хотел сказать, и я в целом захотел сказать, что здесь нету недостроев. Мгм. В Варшаве, по-моему, стоит 1 или 2 недостроя. Всего лишь. Все остальное? Смотри, да, там какие-то обстоятельства были, по которых компания разорилась, Мгм. но всем вкладчикам деньги вернули. То есть здесь действует максимальная защита покупателя, потребителя. И застройщик не получает твои деньги. Они на специальном поверничем, как это по-русски сказать, на специальном доверенном, доверительном счету. да, на Мгм. специальном доверительном счету лежат, пока застройщик не сдаст этап. Мгм. То есть, условно, застройщик вырыл котлован, ты заплатил 10%. Следующий этап, он должен залить бетон, например. Да? Мгм. Ему только тогда, как он зальет бетон, твои 10% заплатят. Мгм. Ты потом опять платишь, например, 20%, да? Еще через 3 месяца. Короче, это Он опять что-то новое. безопасная сделка. Знаешь, как Мгм. классный пример на фрилансе. Ты когда на сайтах фриланса работаешь, сервис фриланса становится арбитражом в случае чего и безопасной сделкой. Деньги попадают не напрямую к фрилансеру, а на этот сервис. Пока Мгм. фрилансер не сделал работу, они не пойдут ему, пока ты ее не утвердил. И это в одну и во вторую сторону Да. работает. Получается, в этом плане законодательство в Польше работает таким образом, что оно, во-первых, работает, а во-вторых, оно позволяет вот эту безопасную сделку делать прям максимально спать спокойно. Классно. Да, интересно. это классно, это безопасно, и поэтому, наверное, здесь никто не дает, знаешь, 15% годовых, как это дают в Киеве. Мгм. Вот, понятно, почему в Киеве 15, потому что риск намного больше, да? Ну да, да. А вот если спросить всех, кто потерял деньги на первичке, например, с Киевгорстрой, Мгм. или был еще кейс, история там гражданина Войцеховского, Мгм. по-моему, так его фамилия. Вот если спросить этих людей, сколько бы вы сейчас заплатили процентов за страховку? Мгм. То они были бы за страховку. Ну, они бы готовы. половину отдали, я думаю, да, чтобы это достроили. Это как раз в Варшаве, наверное, ROI в 2 раза ниже будет, Мгм. чем в Киеве, но за счет того, что здесь нету недостроев. Вот, Мгм. вот так это выглядит. Окей, Самый классно. большой риск — это просто тебе вернут потом деньги. Почему? Потому что все застройщики обязаны быть застрахованными, Мгм. и у них есть общий котел, в который они каждый там месяц или каждый год какую-то сумму денег закидывают. Это их Мгм. страховка. Мгм. И если один не может достроить, за него достроит второй. Или с этого же котла вернут деньги вкладчикам. Ага. Вот так это выглядит. Класс. Ну, слушай, звучит твердо. Возвращаемся к пунктам. Что еще? То есть первое, я зафиксировал это про история про постоянный спрос, пример с войной, мне понятен. Да. Второе, это с котлованом, и для меня это второй пункт лично, какие-то, я не знаю, система гарантий от государства и работающие законы, позволяющие тебе входить, в случае чего выходить, или как минимум государство тебе там что-то вернет, да? Что еще? Так, что еще? Если говорить про возможность строиться, и в целой Польше, и особенно в Варшаве очень мало земли или почти не осталось земли, где можно построиться. Мгм. То есть спрос остается, но новых домов будет меньше. В этом нюанс. Понятное дело, что если их будет меньше, то, скорее всего, они будут дорожать. Да? Окей. И еще одним То есть аргументом... реально сейчас давай зафиксируемся тут. Реально земли там практически нет адекватной, где можно строиться. То есть она скуплена кем-то уже давно, какими-то инвесторами или как это работает? Да, очень много земли, согласно плану городостроения, не подходит под жилую недвижимость. Мгм. Еще вот такая история есть. Есть план, и он расписан на 20, на 30, на 50 лет вперед. Мгм. Это план городостроения. И если там должен быть промышленный объект, то там только этот объект может быть построен. Если это фермерская земля, то только это, ферма то какая-то, там да? только трактор может ездить, ты там не можешь построиться. Это можно поменять, но это занимает очень много времени, это занимает очень много денег, потому что если Мгм. там поле, то город за свои деньги
изменяя этот план городостроения, должен провести туда всю коммуникацию. Это недешево, да. И точно так же можно, раньше было еще много земли переделывать, например, с фермерской, получать на нее, переделать ее на строительную и получать на нее разрешение. Этот процесс, наверное, занимает лет 7. И земля вырастает в 7 раз в цене. То есть сама земля в Варшаве и возле Варшавы уже очень дорогая. И это, собственно, тоже как раз и влияет на стоимость квартиры. Потому что часто бывает такое, что стоимость земли в 2-3 раза выше, чем стоимость постройки дома. То есть если пересчитать. Строить научились уже максимально эффективно. Строят да, быстро, такая. эффективно. За год возводят дом, в котором можно жить, и стоимость 1000-1500 — это с зарплатами, с материалами, со всем. Квадратного метра, да? Это вот реальные рыночные стоимости. А земля при этом может стоить и двушку? И 2, и 3, да, за квадрат. Да. Интересно, я не знал, что так. Да, и кроме этого еще нужно заложить какую-то маржу застройщику, чтобы не бесплатно 2 года там работать. То есть сейчас, наверное, в Варшаве они закладывают 10-15%. Это немного. В других городах 20-25 даже застройщик получает, но там и спрос не такой большой. Да? Ну да. Что еще по цифрам и по аргументам в контексте Польши? Наверное, стоит сказать про кредиты. Много кто даже в Украине знал, что был 2% кредит. Ну, он по факту там был, эффективная ставка была где-то 3,5%. В момент, когда в большинстве стран Европы эта ставка была больше значительно, в соседних даже странах. Расскажи про это. Стоит ли рассматривать это? Влияет ли это на рост цены? Я считаю, что да. Я считаю, что чем дешевле кредит, чем он доступнее для людей, опять же, это сильно влияет на спрос. И при ограниченной же возможности строиться, это влияет на цену недвижимости. Окей. То есть, сейчас есть нулевой. Его еще нет. Нет, его еще нету. Его хотят ввести. Все его очень сильно ждут. Ну и как ты считаешь? Скорее всего, будет. Обычно это новое поляки делают. Да, это обычно поляки делают то, что обещают, особенно новое правительство. Ему сейчас нужно понравиться людям. Да. А политика и у нового, и у старого, она очень похожа. Как можно больше людям пораздавать бесплатных денег. Примерно так это выглядит. То есть, смотри, если введут нулевой процент, то недвижимость должна еще сильнее подорожать. Ну, это логично, да, потому что ее еще легче купить. Еще больше... еще меньше на рынке будет. Да, и еще меньше на рынке. То есть мы сейчас можем предполагать только, что недвижимость будет стоить оскорбительно больших денег. Вот оскорбительно, да, это будет... Бесстыже больших, да? Бесстыжесть. Да. И насколько это уже будет адекватно, вот этого я не знаю, потому что любой адекватный человек посмотрит, что за эти деньги можно купить в Майами квартиру. Там, ну ладно, я чуть преувеличиваю, в Испании, но не 40 метров, а 120 метров, понимаешь, да, разницу? Поэтому не знаю, как будет. Скорее всего, это повлияет на цены, и, скорее всего, это еще будет возможность для инвестора что-то заработать на это. И что важно, когда вводили в июле 2% кредит, недвижимость еще весной начала дорожать. То есть его еще... До того, этот закон еще не ввели, не подтвердили. А памп уже пошел, да? Да, конечно. А люди уже подумали, ну, значит, точно будет, ладно, уже начинают цены поднимать. И мне кажется, что в этом году, уже с апреля, с мая цены опять пойдут вверх, только потому что люди думают, что будет нулевой кредит. А если его утвердят, то еще собственно, больше гарантий, что цены полетят. Но есть ли еще какие-то аргументы? На самом деле, у меня их слишком много, наверное, да, почему рынок будет дорожать. Даже ты веришь в это? Я бы не сказал, просто это какие-то вот вещи, на которые стоит обратить внимание, да. И я просто боюсь, что нам эфира не хватит, поэтому постараюсь сократить. Смотри, еще очень важная штука — был ковид. Это особенно ковид ярко выразился в 2022 году, когда наконец-то Польша начала дорожать. То есть как бы во всем мире, если ковид, особенно в Украине, только пришел, все цены пошли вверх. Да? В Польше роста цен не было аж на протяжении 2 лет. Только под конец 22-го цены реально начали расти. Пошла инфляция, там до 20% добивала, да. По-моему, 18% было на пике. Ну, как бы 18% — это среднее, а на продукты, которые мы каждый день покупаем, доходило до 70%. Ну да, по факту, да. Вот такая история была. И в Польше как раз в это время
подорожали сильно кредиты. Это то время, когда ты вместо ставки там 3,5% доходило до 10-11% в некоторых банках, да. И люди, понятное дело, что начали платить в 2-3 раза больше за свой кредит, в 2-3 раза больше за топливо, за продукты. В целом жизнь стала намного дороже, неожиданно для людей, которые никогда в жизни до этого не видели ни 90-х, не видели толком какого-то кризиса. Это люди, для которых это был реальный за всю их историю там, последних, после войны, это реально был первый шок для людей, да, вот как дальше жить. И для застройщиков в том числе застройщики не делали разрешения на постройку. То есть у тебя есть земля, на которой можно построиться согласно плану городостроения, но тебе еще нужно пойти в город и взять разрешение на постройку. И застройщики этого не делали. То есть притормозили процессы, да? Конечно, да. Этих разрешений на постройку было в 2, чуть ли не в 3 раза меньше, чем обычно. Запрошено, да? Да, конечно. И вот тут сейчас будет статистика, да? Как раз про это. Да. Все, понял. Добавим ее. Их есть у нас, этих статистик. И смотри, логично ли подумать, что если в 22-м не было получено новых разрешений, в 23-м в том числе тоже, соответственно, дом, который строится 2 года, его вот в конце 24-го, в начале 25-го его не будет. Да. Вот логично, да? Да. Соответственно, только сейчас, после прихода новой власти, которой с Евросоюза пообещали 100 миллиардов евро, только вот сейчас застройщики пошли получать разрешение на стройку. То есть в 24-25 год прогнозируемый коллапс по продаже. Подаж. Что это? Это предложение. Подаж, по предложению. Короче, по предложениям. Да, соответственно, они в 2024-м, скорее всего, компенсируют все те незапрошенные разрешения, которые там, в 2022-м и 2023-м они хотели сделать. Они искусственно это придержали, девелоперы, и сейчас... Да, конечно, но в том-то дело, что новых построек не будет в ближайшие 2 года. То есть они будут, но не так много. Их будет в 2-3 раза меньше, чем обычно. Да, то есть будет дырка. Такая немножко такая, в рынке. Отверстие. И это как бы тоже с твоей точки зрения повлечет дорожание цены, потому что спрос все время все равно растет, да. Люди нуждаются в своей недвижимости, а ее в какой-то момент, примерно в конце 24-го, да, ее тупо не будет, условно будет, Ее будет в 2-3 раза меньше, чем обычно на рынке до этого было. Да, должен же быть прирост какой-то, да, в каждый год. Ее не будет. Этот прирост будет, но уже с 26-го года. Потому что то, что должно построиться в 26-м, должно начаться строиться в 24-м. Да, примерно так. Окей. И это тоже может повлечь за собой дорожание, собственно, цены. Как ты думаешь... Тут аргумент еще, почему такой спрос, да, то есть я все время говорю, что нету предложения, да, но я все так же говорю, что будет спрос, да, то есть в Польше последнее время бума какого-то демографического не показывает. Но, с другой стороны, в Польшу постоянно приезжают новые люди, как с православных, так и с мусульманских стран. То есть есть также статистика, по которой и разрешение на работу, и карты по быту получают все больше и больше людей. И в 2023 году их было максимально много, да, на протяжении там, всего предыдущего времени. All-time high. На языке криптовалюты называется all-time high побили. То есть исторический максимум по разрешениям побили. Да. И хотя Польша в своей политике внешней, она достаточно... Консервативна. Я не это хотел сказать. Тут она достаточно расистская, она достаточно националистическая. Ну такая. Да, я с тобой согласен. То есть они до сих пор беженцев не пускают. Сирийцы вот эти, да. Но мы все прекрасно понимаем, что рано или поздно это прекратится. То есть давление будет, да, от Евросоюза. Конечно, да. Особенно вот эта новая власть, она, вот Туск, он... Более демократичная, да? Я бы сказал, что он более демократичный. Я бы сказал, что ему просто пообещали много денег, если он возьмет на себя определенные там обязанности. И в том числе ответственность, да, какую-то за в том числе принять какой-то процент этих же беженцев, которых в Германии уже слишком много, да. То есть такая вот история. Окей. И
И вот этот спрос, он, понятное дело, что растет. Как бы ты должен понимать, что спрос, он еще и кроме этого отложенный. Есть такая штука, мы про этот отложенный спрос много говорили еще в начале 2023 года. Что такое отложенный спрос? Это когда ты приехал с Украины, например, или с другой страны, с какой-то сумкой денег, поставил эту сумку денег под матрас или в банк, или кому-то там в ячейку какую-то. И целый год ты ходишь и смотришь, а что это вообще за страна, да? Куда вложиться? То есть деньги сжирает инфляция постоянно, да? И ты ходишь и смотришь, куда мне вложиться? Может, недвижимость, может, бизнес открыть, может, кофейню очередную, да? Может, салон красоты очередной, который на каждом углу уже. И ты уже не знаешь, что с этим делать. И целый год ты ходишь, с теми общаешься, изучаешь рынок. И только после этого ты уже понимаешь, а может все-таки недвижимость. И вот эти отложенные деньги, они еще до сих пор есть в большого количества людей. И мы не говорим про миллионы, да, мы говорим про простую семью, которая что-то в Украине продала или даже прямо сейчас продала в Украине квартиру, и эти деньги сюда привезла. То есть люди, которые здесь пожили год, у них пошли дети в садик, у них пошли дети в школу, они начали с кем-то дружить, с кем-то гулять. Война продолжается, и исходя из последних событий, скорее всего, да, Россия сейчас перейдет в какую-то агрессивную стадию. Да, максимально будет агрессивно. Да, и поэтому люди понимают, что, слушай, может все-таки не платить за аренду кому-то там, а при дешевом кредите и при еще каких-то адекватных ценах, адекватных, потому что по сравнению с Европой это все равно это дешево, да. А ты помнишь какой-то кейс, пример цены в Варшаве и условно в Берлине, в Праге, еще где-то? Есть какие-то цифры или нет? Есть по Германии, по Брюсселю у нас сейчас где-то 6 тысяч евро за квадратный метр в среднем. В Польше Польша показывает 3-3,5 за квадратный метр, хотя в Варшаве это выше. Но, опять же, мы берем среднюю по стране, да, то есть в Берлине тоже дороже, чем 6, а в Варшаве тоже где-то, наверное, доходит до 6 в некоторых районах. То есть, смотри, по соотношению к другим странам, более развитым или более консервативным, это Франция, это Англия, это Брюссель, Бельгия, это Голландия, не знаю, Германия. То есть в Польше, даже в Братиславе дороже. То есть для меня Братислава, то есть, чтобы ты понимал, это вот фильм был «Евротур», там, где за 10 центов я куплю себе отель, вот эта история, да? А сейчас я понимаю, что там цены в 2 раза выше, чем в Польше, а то и в 3 раза выше, чем в Польше. И в целом это не то, да, не та история. Я к тому, что если сравнивать Польшу с другими странами Европы, то тут еще есть огромный потенциал роста цены, чтобы выровняться с ними. Средняя цена по Польше, она еще намного ниже, чем по Европе, но при этом зарплата здесь намного ниже, чем в Европе. Это один из аргументов тех, кто имеет какой-то аналитический склад ума, там, может как-то критически мыслить. И мы эти аргументы чем перекрываем, да, вот ты их для себя чем перекрываешь, как профессионал, просто как человек. Собственно, вот тем всем, что да, окей, зарплаты ниже, квадрат, есть еще зазор по росту, но на что, короче, ты рассчитываешь? Что зарплаты у людей вырастут? Или что кредиты будут? Я вот специально для этого вот принес еще один график. Ага, окей, спасибо, да. Держите, не потеряйте. Еще один график, в котором показана кривая роста цены в соотношении, роста цены недвижимости в соотношению к росту зарплаты и среднего дохода человека в Польше. И мы видим, что они растут пропорционально из года в год. То есть часто на законодательном уровне зарплата поднимается. Ага, собственно, каждый год у нас в Польше поднимается минимальная зарплата в Польше. Да, а если поднимается минимальная, соответственно, и средняя тоже растет. Опять же, должен понимать, что есть очень много людей, которые живут в провинции, где нету зарплат, как в Варшаве. Потому что средняя в Варшаве... Сколько в Варшаве людей живет, ты не помнишь? Официально где-то 3 миллиона. С приезжими, думаю, 5. Да, 5 миллионов. Каждый день где-то так будет. И люди тут в Варшаве получают где-то 2000, уже где-то на руки, да, в среднем евро, или долларов, то есть плюс-минус такие деньги. Люди в пригороде... Люди в пригороде получают, может, 3, может, 4. То есть там нету, возможно, так много работ. По-разному. Но в пригороде и недвижимость в 2 раза дешевле, чем в Варшаве. Как бы плюс-минус тут польский рынок, я бы сказал, достаточно честный. В том плане, что он очень справедливо дает тебе
то качество товара, Мгм. то качество продукта, за который ты платишь. Тут никогда в Украине вот было наоборот, даже мне кажется, в некоторых случаях, условно, на рынке у бабушки молочко стоило дешевле, чем в магазине, но было намного вкуснее И качественнее, да. и да, да. качественнее. Тут наоборот, это молочко будет в 3 раза дороже или в 5 даже раз дороже. И точно так же с любыми услугами и с любыми товарами. Мгм. Если есть два товара, один стоит 5 злотых, второй стоит 10 злотых, я тебе гарантирую, что тот, что стоит 10 злотых, будет в 10 раз дольше служить и будет намного лучше и приятнее и так дальше. Всегда, когда есть возможность сэкономить, ты получаешь что-то хуже. Если мы покупаем что-то дешевле, тот же недвижимость, если мы покупаем дешевле, на одном районе есть квадрат стоит 20 тысяч и 16 тысяч, это будут кардинально разные дома. Кардинально. В одном будет смарт-хоум везде, и качество отделки, и ты заходишь в подъезд, у тебя приятно пахнет, играет музыка, и ты в целом чувствуешь себя хорошо. А тот, что дешевле, ты будешь заходить и понимать, что та плитка сейчас, походу, отпадет вообще. На голову, да, тебе может Да, да, да. Вот такие моменты. Ты всегда получаешь примерно столько, сколько ты платишь. И если ты платишь в 2 раза меньше в пригороде, то ты просто тратишь 1,5 часа на доезд в Варшаву лишних. Ну, вот и все. Мы недавно считали просто для клиента 1,5 часа в день — это 4 сутки в день, а в год это получается 2 месяца. 4 сутки в неделю. В месяц, извиняюсь, 4 сутки в месяц, 4 сутки а в месяц, в год это получается почти 2 месяца. Ты сидишь в трамвае или в поезде, или в машине или в пробке. в машине, да. Прикинь, 2 месяца в году. В своей жизни сильно. В сильно. году. А если это Да. 10 лет, Ну да, то да, это... ты годами сидишь. Да, ты год сидишь. Прикинь, это как в тюрьме, Мгм. только в своей машине. Окей. Или в трамвае. Вот такая история. Поэтому тут нужно понимать для себя, вот как раз, что тебе больше подходит. И нужно, собственно, понимать, с какой целью и зачем ты это все делаешь, да? Давай обсудим, какие есть категории клиентов, и какие есть категории недвижки, на чем можно зарабатывать, какие могут быть конструкции. Я бы выделил 2 категории. Первый купил для себя, чтобы жить, второй купил, чтобы продать или сдавать в аренду. То есть, условно, назовем их инвесторами, да? Да. Какие модели заработка? Первое — это... Давай сейчас самых простых, потому что с ними быстрее будет. Это Самая те, простая кто покупают себе. Да. Это же, по сути, просто покупка себе. Вы здесь помогаете сделать транзакцию, да, там, найти объект. В чем тут основная история, основная суть этого? Если это первичка, то первичка, ее намного легче покупать. Много ее покупает сам без нас. В целом, я думаю, что самое основное, что мы можем, в чем мы можем помочь и за что нам платят, это возможность выбить скидку, потому что застройщик, особенно в Варшаве, скидок не дает никогда, потому что он и так все продает, ему не надо. Он говорит, смысл мне давать скидку, если через месяц я и так это продам. У нас есть определенные застройщики, с которыми мы в хороших отношениях, с которыми мы там продали с ними много их квартир, и поэтому они для нас, для наших клиентов могут какую-то скидку дать. Да? И в целом эта скидка больше, чем наша комиссия. Это уже плюс. Да, и второе, везде, где, особенно, знаешь, вот в Варшаве есть популярные места, где очень много застройщиков что-то строят. Освобождается большая территория после промышленного объекта, например. И туда заходит 10 разных застройщиков со своими ЖК. То есть большой участок земли застраивается. Да? И в чем добавочная стоимость именно риэлтора? Не говорю моя, просто вот любого агента по недвижимости, который хорошо знает рынок. Да? В том, что среди 10 застройщиков, которые заходят, один точно с очень плохим маркетингом или очень маленьким бюджетом. И несмотря на то, что они круто умеют построить, потому что там есть какой-то там Миша, этот Миша умеет собрать команду, посмотреть, чтобы ничего не украли, вот, они умеют продавать. И наша задача найти такого застройщика, который не публикуется на досках объявления, который все, что делает, это вывешивает какой-то баннер, вот тут продаются квартиры, понимаешь, да? И ты, когда приезжаешь в Варшаву, ты не проедешь все стройки, и ты всего не увидишь, не узнаешь, да? А имея как раз там 50 агентов, каждый из них делает смотрит по 2-3 стройки, прошел своими ногами, выписал. Ты как раз все новострои Варшавы собираешь в файл, где у тебя 200 новостроев, и все ты можешь... вся аналитика. Вся аналитика, да, прогнозы по ценам, за сколько ты это можешь продать потом, за сколько ты это можешь сдать в аренду потом. Вот это как бы те знания, та экспертиза. И точно так же своим клиентам мы говорим, смотри, везде, здесь каждый застройщик продает там по 15 тысяч за квадрат, а этот продает по 14.
Вот в этом как бы моя добавочная стоимость. Потому Классно. что человек сэкономит, ну, минимум... 1000 злотых на квадратном метре. Да, минимум, да. Да, интересно. В целом, из-за того, что мы тут долго, это пускай уже будет даже самая реклама, если так можно сказать. То есть мы это все можем, мы эту квартиру можем человеку дать под ключ, условно, и ремонт там сделать, и заниматься этой квартирой, если у него нет времени или умений, как ее продать дороже или как ее сдавать хорошо. То есть в целом как бы мы это всю эту концепцию под ключ предоставляем. Давай назовем это пафосно full cycle. Именно так. Мне нравится. Предприниматели. Твой Давай следующая весовая категория. Предприниматели, бизнесмены. Повышаем планочку. Градус, да, планочку. Да, давай. Что может сделать человек, предприниматель, бизнесмен? Может купить и продать дороже. Иногда ничего не нужно делать. Просто купить и 2 года по чуть-чуть выплачивать вот эти взносы за квартиру. И параллельно даже клиента искать. Да, и потом просто предложить эту квартиру кому-то другому, то есть купить ее, рынок. а она уже будет дороже на 10%. Ну, правильно я понимаю? Я вот купил квартиру за 150 тысяч евро, да? Ну, уже под Варшавой. И я выплачиваю ее год в рассрочку, выставил ее на сайте и понимаю, что есть какой-то спрос, повыплачивал еще полгода и такой думаю, да не, я ее продам. Это реальный кейс? За полгода? За полтора. За полтора? Да. За 1,5 года. То есть я условно своих 7% могу ты даже должен ставить. продать ее где-то уже за 170 тысяч. Плюс 20. Где-то так. Да. Ну, условно, да. Может, даже 180. Тут надо вот смотреть, насколько этот район стал за эти 1,5 года привлекательнее или нет. Инфраструктура и так далее. Окей, классно. Да, это важно. И плюс, вот ты сказал, за 150 тысяч я куплю за Варшавой. Да. В целом я знаю, где купить хорошую квартиру 40 плюс метров, двухкомнатную за 150 тысяч долларов, 15 минут от центра. В околицах, так сказать, центра. Да, 15 минут от центра, если ехать без пробок 11 вечера. В вечернее время за 11 доедешь. И в этом есть как бы добавочная стоимость специалиста, да, который и рынок изучает. И я тебе могу сказать, ты на воле можешь купить, на Варшавской воле, да, ты можешь купить квартиру сейчас по 34 тысячи за квадрат продаются, по 30 тысяч за квадрат, первичка. И на соседнем же районе с такой же логистикой до центра ты ее купишь в 2 раза дешевле. Ну да, вот тебе и фокус такой, если знать, знание это да, сила, и если мы опять же говорим, что цены... сколько вы берете процентов за сделку? По-разному. Ну а какие вообще расценки на рынке? Это там 2-3%? Смотри, то, что я слышал, это 2-3%. Где-то так. Вот начинается, наверное, от 2. Есть люди, которые берут и 4, и 5%. И тут просто нужно понимать, что тебе заплатят больше, если тебе очень сильно доверяют и считают, что вот неважно. Главное, чтобы ты занимался таким, да. Но мы не наглеем. У нас очень-очень лояльные цены, так, чтобы всем было доступно. Часто при небольших, до миллиона, при небольших покупках мы просто делаем фикс, чтобы это было и человеку понятно, и нам удобно. Там какого-то конфликта интересов, что вы хотите чуть-чуть дороже, наоборот, найти. Да, чтобы, знаешь, с него подороже взять. Да, а тут фикс. Вот. И мы тогда, наоборот, больше торгуемся, больше человеку стараемся сервиса дать. Помочь. Окей, такой классно. Да. Значит, первое, купить квартиру, продать, подождать, продать дороже. Да. Есть, зафиксировали. Второе, купить квартиру, сделать в ней ремонт. Это может быть первичный рынок или может быть старая вторичка, в которой ты тоже сделаешь ремонт, и продать тоже ее подороже. Это вторая модель, или третья, сдавать ее в аренду. Просто в первом случае мы покупаем условно там с котлована, да, или там она еще в процессе, наверное, стройки, а во втором случае мы покупаем квартиру, которая точно достраивается, и мы в ней там точно делаем ремонт, да, то есть в этом отличие. Нет, мы тоже покупаем или на котловане, или покупаем, если не хотим ждать еще 2 года, по той же переуступке, как в первой модели, да, то есть когда кто-то вместо тебя купил, 1,5 года выплачивал, а теперь перепродает тебе, но уже чуть дороже. Чуть дороже. Да, ты тогда не ждешь 2 года или 1,5, а ждешь месяц-два. Окей, принято. Берешь ключи и делаешь ремонт. Вот примерно так. Окей, что еще? Сдача в аренду, получается? Сдача в аренду, но она не сильно интересна в Польше. То есть сами поляки говорят про то, что они не зарабатывают на сдаче в аренду квартиры, потому что сдача в аренду дает от 5 до 7% годовых в целом во всей Польше, не только в Варшаве.
То есть это просто, наверное, вот такое сохранение от инфляции. И то даже не сильно эффективно, если честно. Ну да. В основном они зарабатывают на росте цены. Да? То есть если мы говорим про прибыльность, вот как раз какая прибыльность в Польше, это не 5-7%, на которые люди смотрят обычно. Потому что к этим 5-7 нужно добавить еще тех же 10% роста цены каждый год за метр. То есть это уже получается 15-17. Короче, условно, рост цены покрывает тебе инфляцию, а если ты ее еще сдаешь, это дает тебе какую-то там доходность. 5-7%. Тогда да. Тогда можно вот так рассчитывать. Окей. То есть в целом это уже интересная концепция, при которой это уже похоже на деньги. И я, пообщавшись в Варшаве, наверное, со всеми, ну, как бы бизнесменами, как и ты, имеется в виду, мы прекрасно знаем, что даже не каждый бизнес тут дает 10-15%. Это условно кофейня. Годовых ты имеешь в виду? Да. То есть далеко не каждый. Это уже даже хорошие результаты. Ну, в рамках Европы и Польши, да, это может быть. Особенно, ну, там логика такая, чем больше бизнес, тем меньше у него доходность. Чем крупнее предприятие, там какое-то производство, вот мы по нашим клиентам, по кейсам считали, да, тем меньше доходность. То, что в Европе, в Польше все работают с маленькой маржой, но на большом, понятном, стабильном, открытом европейском рынке. Да, это очень конкурентный рынок, где на самом деле вот цена очень сильно... Весь рынок, он достаточно консервативный и конкурентный. Потому что все в одних стандартах работают, понял? То есть есть же куча стандартов ISO, производства, сертификации, и все как бы на одинаковых условиях работают. В Украине в этом плане ты можешь, ну, даже какие-то сертификаты условно не сделать, и у тебя цена может быть в половину меньше. И такой дикий запад. А здесь все такое усредненное. Да, но тут как бы плюс в том, что у тебя всегда будет клиент. То есть, ну, всегда любой бизнес там на содержание себя и на какую-то минимальную зарплату владельцу всегда заработает. А вот как раз расти сильно в Европе вот как раз намного сложнее. Да. В этом как бы нюанс. И смотрите, что очень важно, и мне кажется, почему много украинского бизнеса в Европу не заходит. Вот как раз по этой причине. Потому что я вот посмотрел ролик с Пивоваровым, он очень круто рассказал про то, что у тебя есть какая-то концепция, и ты хочешь прийти тут навязать всем, и самое главное, еще ни у кого этого не получилось. И у нас нету успешных кейсов украинского бизнеса, который бы зашел в Польшу. Ну, правда, нету. Знаешь, вот там все ожидали... Который зашел бы в Польшу на польский рынок и на поляка работал бы. Ты про это? В том числе, да. Ну, то есть... Не, ну что, Milk Bar есть, но это же успешный кейс. Они работают, очередь там есть. Ну, это, во-первых, очень короткое время, чтобы смотреть. Ну, коротко, согласен. А второе, ну, если смотреть на их второй локал, там очереди нету. Но, опять же, нету, знаешь, вот такого бума, где все, вау, вот это где бизнес... условно создали второй Allegro, конкурента. Да, вот знаешь, большой. Вот этот бизнес зашел и прям разорвал. Ну, вот как, ну, никак. И согласен. Я бы не сказал... Поэтому всем надо зарабатывать на чем? На недвижимости. Ты знаешь, тут я думаю, что... Я чисто такой продавец мечты, понял? Да, я вот как раз про это хотел сказать. Я думаю, что вот есть недвижимость, которая простая, которую просто можно купить, которую просто можно продать, и на рынке, на котором как раз вот эти манипуляции, спекуляции на объектах на протяжении первых 10 лет после постройки, там квартира 2-3-4 раза перепродается обычно. То есть вот такая статистика, да. И это очень легко сделать. Особенно в новом доме, который не старше там 20 лет. Это очень ходовой товар, который всем интересен, как продавать, так и покупать. И если сравнить это с бизнесом, учитывая, что крупным компаниям сложно, и вот я там в Днепре, у меня там маленькая мебельная компания, да, и есть условных там $200 000, которые я там за долгое время отложил. И я могу это перевести в Польшу, нанять людей, платить налоги, которые здесь вообще не как в Украине. Могу здесь обжечься 10 раз, я не знаю, ни маркетинга, ни языка и так далее, и так далее. И я должен Стасу заплатить, получается, за открытие фирмы. 1000 евро, да, к Николаю прийти, чтобы он рассказал, какой маркетинг в Польше и как надо цены ставить. Но он к тебе придет за поиском локаля. Или так, да, в том числе заплатить риэлтору за поиск и так далее. И он понимает, что, вот это сложно, это гемора еще на 10 лет. А квартиру купить проще, а выхлоп будет примерно тот же. Понимаешь, да? Если брать там годовую доходность, да? Да. Намного меньше телодвижений, намного все спокойнее. И с бизнесом, если прогорит,
то у тебя ни денег, ни бизнеса. С квартирой, ну у тебя квартира хотя бы есть. Условно, если сам не выйдешь, твой ребенок, который подрастает, вот у него билет в Польшу, живи. Будет жить. Да, вот тебе квартира. Да, давай еще какие способы инвестирования. Способы заработка, да, для чуть-чуть другой весовой категории, для людей, у которых есть какой-то бюджет. Да. И это, кстати, сколько? От какой суммы ты бы назвал? От 150 тысяч евро? Или... Если про третий способ еще один, да, это про землю говорить, да, то все-таки в землю нужно заходить с $1 миллион. Вот с такой суммой. Да. Окей. Соответственно, это точно мультимиллионер, потому что вряд ли это его последний миллион. Ну, правильно? Или вряд ли он Мы со там многими общаемся, но очень немногие готовы в это заходить. Земля для людей — это достаточно опасный, даже в каких-то моментах страшный продукт. Я бы сказал, что зря. То есть при правильной проверке земли в целом все понятно, что там будет, что там можно строить, какие документы нужно сделать или переделать, чтобы эта земля выросла в 2 раза в цене. И за 2-3 года это можно сделать. За 2-3 года землю можно удорожить в 2 раза. Класс. Сделав на нее правильное разрешение на постройку одних, вторых, То есть, третьих объектов. условно, купил за миллион, продал за 2? Купил за миллион, продал за 1 800 000. 1 800 000. Вот примерно так она может вырасти за 2-3 года. Да, да. Это интересно. Это до 30% годовых, может быть. Что тут важно, если говорить про землю, да? Есть участки, которые продаются по хорошей цене, и мы их месяц анализируем, а потом, оказывается, они продаются уже 10 лет. Они там никому не нужны, потому что никто в этом вообще не видит никакой привлекательности. И я к тому, что если, мы это в последнее время часто замечаем, если вас поляк приглашает, вот у меня есть крутой кусок земли, очень классный, по хорошей цене, берите, пожалуйста. Поверьте, вы уже последний человек, кому он пытался втюхать этот кусок земли. То есть уже там точно было 100 поляков, которые ни один из них не взял. Вот такие объекты, точно их нужно остерегать сразу. Даже если там все классно по документах, вам это точно не надо. Да? Класс, прикольный триггер такой. Вот это да. Знаешь, это просто похоже ощущение, когда нас возили по таких участках земли, нас с инвесторами. Вот эти поляки, они так красиво про это рассказывают. Здесь то можно, здесь будет второй Виланов построите под Варшавой и так дальше. И ты понимаешь просто, что на тебя смотрят как на мясо, знаешь, каких-то типа лохов, русских лохов привезли, сейчас будем их разводить на какие-то там непонятные деньги. Вот этого точно нужно остерегаться, поэтому мы на самом деле очень-очень аккуратно проверяем землю. И в целом то, что мы предлагаем, это то, что нам приходит по каким-то личным знакомствам, не просто вот объявление выставили, да, это уже неинтересно, это уже слишком дорого, 100%. А вот как раз вот такой off-market, здесь именно вот как раз слово off-market — это то, что за кулисами продается, предлагается, это как раз то, что мы можем предлагать нашим инвесторам. И если у тебя нету миллиона, но у тебя и у 10 друзей есть миллион, то я думаю, ты сам можешь рассказать, как правильно зайти в спулку с долями, где каждого будет равная доля или равная той сумме, которую он внес. Сколько он пропорции, занес. да. И где есть отдельный управляющий орган этой спулкой, да, который еще на самом берегу вы договорились, что мы покупаем так, продаем так. И задача этого органа сделать именно так, без диверсии со стороны одного из акционеров. Ну да, из членов правления, условно. Именно так, да. То есть это безопасная схема, по которой все могут заработать. Классно, да. То есть условно в складчину купить, если у вас там несколько партнеров. Я думаю, наверное, на землю, которая стоит условно там 1-2 миллиона, собирать 10 инвесторов вряд ли будет, хотя не знаю. Но если вы условно там партнеры друг другу доверяете и по 500 тысяч заходите, то вполне себе. Да. И мы хотим уже некоторое время протестировать вот как раз такой продукт, где люди, которые заработали 10-20 тысяч долларов, и в целом не знаю, что с ними делать. Бизнес не откроешь, но и тоже просто, чтобы оно было. Если оно будет просто лежать где-то на карточке, то ты точно эти деньги потратишь быстренько. И вот как раз для таких людей вот хотим разработать, или даже правильно сказать, мы разрабатываем такой продукт, где 10 желающих скинется по 15 тысяч долларов, например, и мы таким же образом можем зайти в квартиру, купить квартиру, на такую же спулку, по-русски, компанию, на такую же компанию, товариство. Да. Мы покупаем эту квартиру, у каждого равные доли, мы ждем, пока на берегу заработаем. Подписываете сразу бумажку о том, что обязуемся продать и там
Да. И потом продаем ее с какой-то маржой там, до 20%, например. Да? Классно, и вот интересно. эта история деребанится. А вот почему, этими. почему это еще никто не сделал, как ты думаешь? Это ж, ну, вроде бы интересно, Я очевидно. думаю, что это маленькие деньги. Никто не хочет, типа, заниматься маленькие мелкими деньги. деньгами? Да. Я думаю, что маленькие деньги. Это неинтересно. Ну, потому что работы много все равно. Ну да, Обслуживание проверить. этой спулки, оно чего-то стоит. Потом наверняка риэлтор возьмет комиссию за подбор. Потом наверняка налоги нужно тоже платить. И в целом это не такие большие деньги. Плюс люди, которые все равно заработали 10, 20, 30 лишних тысяч долларов, они в первую очередь покупают себе шмотки, и не думают про инвестирование. Когда это уже 100, ты такой, ну слушай, 100 это уже жалко потратить на фигню, знаешь. Ну да, уже есть подушка, и ты уже себе там iPhone последний купил, да? Да. И ты уже сам можешь купить себе квартиру как инвестицию, да, не Окей. скидываться. Но мы просто же видим, что есть условно подрастающее поколение, подрастающие моего возраста, да, это люди. Давай так, вот это поколение, которое помнит кнопочные телефоны, но в целом умеет пользоваться и айфонами. И Binance. и Это те, криптой. которые пользуются Midjourney, чатом GPT и этим. И интересуются микроинвестингом. Есть такой тренд, называется микроинвестинг. Да? В Америке выстрелил такой стартап, который позволил вместо Interactive Brokers покупать акции через Robinhood. Это просто сервис. Есть там и eToro, может, ты слышал, да? И в целом, если смотреть отчеты аналитические, то микроинвестиции сейчас и в будущем будут очень популярны. Вот эта вот сегментация, когда ты там в складчину куда-то заходишь, это вот все вокруг этого. У современного поколения есть запрос на такую штуку. У них есть запрос на инвестиции маленькими частями, потому что их отцы уже имеют культуру, ну, более современную и правильную. И я не знаю, ты там, я уверен, да, там своего ребенка будешь с детства учить там каким-то штукам с деньгами базовым, да, ты будешь ему объяснять, наверное, что деньги не падают с воздуха, с неба, а деньги каким-то образом появляются за счет ценности, которую ты даешь в этот мир, да. Ты там будешь учить его откладывать 10%, может, книжку Кийосаки ему дашь и так далее. То есть мы уже то поколение, которое может научить вот наших детей и объяснить им, что инвестировать — это классно. Да, тенденция вот этой финансовой грамотности, она прослеживается, Да. и в целом это очень крутая история. И тут как раз вот для этих людей, которые еще не заработали $1 миллион, да, но они молоды, и они хотят уже начинать какой-то портфель свой делать, вот как раз эта история подойдет про групповое такое инвестирование. Окей. Значит, есть ли еще какие-то способы? Давай обсудим. Какие-то вот способы, методы. И дальше обсудим, каким образом человеку, который смотрит это видео из Украины, там сейчас он находится в Украине, в Грузии, в Казахстане, на Россию как бы похуй, но на остальных нет, да? И как ему эти деньги завести, что с ними делать, с этой денежной массой, да? Переставлять в крипте или завозить в чемодане, или там в лифчик жене прятать, да? Но сначала, есть ли еще какие-то способы? Или давай заново еще раз перечислим. 1, 2, 3. Да. Смотри, способов может быть миллион. При этом я бы не хотел рассказывать про какие-то очень рисковые или про успешные кейсы одного юнита, Да. где у кого-то получилось, но есть еще 10, у которых не получилось. У вас может тоже получится, а может нет. Я поэтому про что-то такое, знаешь, безопасное и при этом интересное в плане доходности. Да, именно так. И это, получается, купил-продал. Да, это купил, сделал ремонт, продал, или купил, сделал ремонт, сдал, или это вошел в землю, переделал ее с фермерской на строительную, или просто купил строительную, но без разрешения. Сделал разрешение на строительство для застройщика, который купит сразу с разрешением, да, и продал ему. Вот такая вот история. Или построился сам, потому что очень много украинских девелоперов тоже зашли уже. Пока еще мало кто что построил, или очень мелкие объекты, но даже сейчас у нас есть очень крутой объект на Праге Полудня, в хорошем районе, не той Праге, где гопники ходят, а в той Праге, где нормальные люди ходят. И там есть объект, в целом там надо, наверное, $2 миллиона, и мы построим дом. И мы этот дом продадим, и
мы заработаем еще $1 миллион. Очень хорошая доходность там выходит, поэтому вот такая история тоже в целом интересна, да, то есть может и строиться в том числе, если умеешь, если знаешь, кому доверить. Ну да, стройка кстати, это такое. Стройка это такое, знаешь, опасное предприятие, очень нервотрепное предприятие. Нормативы чуть-чуть другие, и архитектура, разрешение и все остальное. Да, но если ты умеешь или знаешь кого-то, кто умеет строиться, это тоже интересная история. Да, очень но даже. согласись, это уже про бизнес. Ну да. Типа да, это конечно. как бы мы делаем бизнес в индустрии под названием недвижимость, Да. а не про инвест-историю такую. Но это тоже есть, и мы же компаний много открываем, помогаем, да, и у нас есть куча строительных компаний, если что. И есть кейсы, где люди строят под Краковом. Вот у меня вчера был созвон с нашим подписчиком, где мы обсуждали конкретику, у него уже построенные дома стоят. Да, Краков. Кстати, Краков по ценах типа догнал уже Варшаву. У него какие-то да. такие, понял? По ценах Краков уже догнал Варшаву. Ну, добрый вечер. Добрый вечер, да. Соответственно, это тоже, кстати, интересный тезис про строительство. А вторичку инвестора из нашего опыта вообще редко покупают. То есть на вторичке, она такая типа суперспорная вторичка, особенно та, что постарше, потому что ее можно и не продать потом. Ну, такое, оно не сильно надо. Она людям. не такая ликвидная, да? Вообще. Потому что это уже начинается вкусовщина, да, и тут ты продаешь новую квартиру, и там стандартный ремонт. Да. И, кстати, вот по поводу вторички, это есть статистика, опять же статистика, да, по которой вторичка в 2023 году покупалась на 21% дешевле, чем выставлялась. То есть, если у тебя была... латентная такая статистика, получается. Типа... Да, то есть, если ты хотел продать за $1 миллион, выставил ее на OLX за $1 миллион, то продавал ты ее в среднем за 790. Ого, прикольно. Вот такая вот история. Люди не сильно хотят во вторичке жить. Но мне кажется, это касается той вторички, которая старше 30 лет. Вот примерно такая, да? Потому что она уже вот... Это, знаешь, это уже когда появляется какая-то сырость и запах такой неприятный в подъезде, это когда уже тот лифт вот такой немножко тоже не самый красивый, ну, понимаешь, да? Вот это в целом еще хорошая постройка с какой-то шумоизоляцией, с теплоизоляцией нормальной и так далее. Но это уже тот дом, на который ты смотришь, и ты такой, я бы там не жил уже, наверное, да. Вот эти дома, вот они сильно просели в покупаемости, и за них очень сильно торгуются, очень сильно. И как бы продавец вынужден так продавать. Окей. Хорошо. Деньги. Деньги. Как деньги должны появиться здесь? 150, 200, 300 тысяч долларов. Хорошо. Я, наверное, скажу то, что многие еще не знают. Вот есть такой стереотип, что деньги сюда завозить нельзя. Потому что все деньги украинские — это деньги грязные, серые и такие вот плохие. Смотри, если вы легально что-то заработали в Украине, ты можешь прям в камеру сказать, я понял. Ты скажи это в камеру. Да. Если вы легально что-то заработали в Украине, у вас есть подтверждение вашего дохода, вы можете с этими деньгами заезжать сюда и пользоваться ими как хотите. И это значит, что он может завозить больше 10 тысяч со старту. Конечно. То есть полтинник, да? Да, ты просто их декларируешь на границе. Ты их декларируешь, а у тебя их заберут или нет? Не должны. Просто, ну, смотри, смотря как ты выглядишь, наверное. Ну да, просто консультации я там периодически провожу. И у меня прям клиенты такие спрашивают. У меня легально заработанные деньги, я программист, у меня там зарплата в месяц 8 тысяч, я откладывал, и я хочу их завести. Я хочу завести для начала там 50 тысяч. Мне их декларировать, я говорю, ну да, декларируйте, все окей. И у него страх, что эти деньги заберут. Да, декларирование — это как будто бы ты в чем-то признаешься, и как будто бы у тебя сейчас эти деньги должны забрать, проверить их как-то. Ну это ж бред. Ты просто говоришь, что ты такую сумму завозишь. Все. И все. Смотри, в чем история, в чем проблема недекларированных денег или денег без истории заработка, происхождения, да, ты их можешь даже положить в польский банк, даже польский банк их примут. Просто потом ты их не можешь оттуда достать, ты не можешь сделать перевод, или деньги каким-то образом, вот знаешь, такие серенькие становятся, их нельзя на них нажать. Блокируются. Да, они замораживаются. Польские банки молодцы, да, умно делают, они как бы на входе принимают, а на выходе до видания, да?
Да, и в целом, если у тебя есть подтверждение того, что ты их реально заработал, что это за подтверждение? Это может быть работа, это может быть бизнес, это твои налоговые декларации, которые ты в Украине сдавал. Это проданное Например, имущество, проданное и имущество, подтверждение у да. нотариуса, что это Смотри, действительно было перевести нотариальный акт продажи своего имущества Да. у нотариуса, у переводчика стоит 200 гривен, наверное, я не знаю. Мгм. Ну, пару Не, лет ну, назад ты- я платил 100 гривен, я поэтому подумал, что сейчас это 200, ну, может, 300. Условно, Ну, понимаешь, не да? суть, да. Вот такая бумажка, ты ее привозишь, И и, как бы и нормально все себя нормально, да, и чувствуешь. пользуешься своими деньгами, да. Окей. Но вдруг, предположим, что кто-то нас сейчас смотрит, и Мгм. у него есть 300 тысяч, но у него даже нет ФОПа в Украине. Хорошо. И Я ничего- тогда ничего вообще нет. сливаю схему, которую мы придумали, и нам вообще не жалко. Мгм. И в целом, если можете так делать, делайте, пожалуйста. Если... Техника челночества? Челнок? Она, да, она. При этом, смотри, как эти деньги еще и кроме... Смотри, челночество — это когда ты раз в месяц или даже каждый день ходишь там по 10 тысяч долларов, ставишь на счет, Вот же. но потом Но все это равно... все равно не гарантирует того, что Да, банк- но потом, когда у тебя соберется 100 тысяч, 200, все равно что тебя банк спросит: так, стоп, ну ты же не зарабатываешь каждый день по 10 тысяч долларов. не То есть, зарабатываешь. и я к тому, что когда набирается какая-то сумма интересная для банка, они же тоже могут заморозить или Да. начать задавать вопросы. И вот эта история, она вообще не про нас, да? Смотри, есть первичный рынок, Да. который очень сильно и круто регламентируется в пользу покупателя. Мгм. На первичном рынке ты не платишь налог от покупки недвижимости. Который раньше был 2%. между Сейчас прочим. 0, да, сейчас 0. И есть беспроцентная рассрочка. Ну вот, например, ты что-то покупаешь за 200 тысяч долларов, Мгм. да, и твоя жена в целом может пересекать границу с какой-то суммой денег. Или ты ей можешь как-то эту сумму денег небольшую передавать. И твоя жена может спокойно пополнять счет Мгм. каждый день или через день или раз в месяц на какую-то сумму, которой будет достаточно для первого взноса и потом для ежеквартального взноса. Мгм. Ежеквартальный взнос при 200 тысячах долларов может быть, например, там 15-20%. Это 40 тысяч долларов, да? Ну, за квартал ты 40 тысяч можешь поставить, и тебя никто ничего не спросит. Эти деньги ты переводишь застройщику, и вот на протяжении 1,5 или 2 лет ты... Катаешься. Ты перечислил застройщику 200 тысяч долларов и Мгм. получил ключи. Или даже еще не получил, но в целом ты уже там что-то оплатил. Окей, Потом такая ты схема. продаешь эту квартиру, переуступаешь ее, и тебе дают белые деньги. И у тебя есть официальное подтверждение заработка в Польше. Ты продал недвижимость в Польше. Это белые, максимально белые деньги, за которые вообще никогда никто в мире у тебя ничего не спросит. Мгм. Или ты эту квартиру забираешь от нее ключи, делаешь в ней ремонт и продаешь ее еще дороже, у тебя еще больше белых денег. Мгм. Вот такая история может быть, да? Или ты сдаешь ее в аренду. В общем, там уже как хочешь, так с этим играешься. Или ты идешь в банк и говоришь: смотрите, у меня есть квартира, и я хочу сделать реструктуризацию кредита. Банк тебе дает 70% кэша за эту квартиру, и ты Мгм. идешь и еще одну квартиру берешь опять у застройщика. У тебя уже 2 квартиры таких. И на одной живет арендатор, он тебе платит, выплачивает эту квартиру, а вот на вторую или сам живешь, или опять еще раз эту ситуацию повторяешь. Мгм. Но ты это делаешь уже с белыми деньгами. Вот Мгм. это один из самых таких простых, я бы сказал, способов легализации, потому что ты не теряешь на перевалке, да, перевалка сейчас стоит там 4-5%. Ты не участвуешь в каких-то непонятных схемах Мгм. Типа в крипте не переставляешь там и деньги так дальше. далее. Ты просто покупаешь недвижимость. И самое плохое, что с тобой может случиться, у тебя останется квартира. Мгм. Рубрика «Интересные и странные вопросы». Давай, жги. А, Можно ли купить квартиру в Польше за криптовалюту? Нет. Все, пошли. Окей. Что у нас по еще каким-то издержкам, может быть, да? Мы сказали, что нету 2% налога, Так, но, может, есть еще какие-то налоги? Может, ты что-то не договариваешь? могу что-то не договаривать. Это налог на прибыль. О, пожалуйста. И смотри, почему прямо сейчас про это не говорю, потому что прямо где-то сегодня примерно как раз этот закон и утверждается. Типа, будет ли этот налог или нет? Как бы, скорее всего, будет. Ну, если про него уже долго говорят. Вот. В чем заключается налог на прибыль? Например, ты покупаешь квартиру за 800 тысяч, Мгм. а через год, через 2 ты ее продаешь за 1 миллион. Мгм. Твоя прибыль 200 тысяч, и от нее ты платишь 19% налога. Мгм. Это не очень приятно.
Да, ну, а что делать, да? А что делать? Ну, Надо платить. Нет, не обязательно. Ну, в плане, платить надо. Или ты эти же деньги Закидываешь дальше, да? закидываешь дальше. Да, в это недвижку. можно играться, конечно. Или ты просто ее продашь. Я так понимаю, что все так будут делать. За цену плюс налог. Примерно так эта история будет Мгм. выглядеть. Опять же, это будет еще дороже цена, потому что тебе интересно заработать 200. Ну да, как можно было. Тебе 200 чистыми интересно Да. заработать. Смотри, в чем штука. Это сделано, чтобы как раз, вот знаешь, вот этих спекулянтов немножко притормозить. Не флипали постоянно. эти Флипперы, квартиры. да, флипперов притормозить. Мгм. И если ты продаешь квартиру на протяжении 5 лет, тогда вот этот налог обязательно нужно заплатить, или же ты умеешь этот налог перекрыть другими расходами, особенно если делаешь это через ставку, в идеале, да. Но при этом как физик ты тоже можешь это сделать, да? И Нет, ты тоже как нет, физическое лицо. Нет, как физик ты уже, у тебя нету прихода-расхода, как... Ага, то есть как Не, физическое имеется в лицо. виду как физик ФОП, да, можешь Не, сделать. как физическое лицо, не как одноособовая деятельность, Мгм. как ФОП, как физлицо. То есть Нет, тогда точно заплатишь. еще раз берем кейс, да, это сейчас важно. За 800 купил, за 1 000 000 продал. Мгм. Если я это делаю как физическое лицо, то я не могу в расходы что-либо пустить, соответственно, Да. я должен от 200 тысяч заплатить 19%, если я ее продал в течение 5 лет. Да. Квартиру. И, какие-то еще скрытые платежи, но с налогами понятно, Мгм. что-нибудь еще? Получается, потенциально человеку лучше закладывать риэлтора, если он хочет нормальную сделку себе найти. Если не знает рынка, Да, то если да. не знает То есть, рынка. То есть это условно логично. 2-3%, да, Мгм. давай скажем, от цены брутто, от Да. цены объекта. То есть условно объект стоит 1 000 000, с 1 000 000 2% там 20 приготовь, тысяч. 20 тысяч приготовь. 5000 $. Окей, что-нибудь Но еще? это поможет как раз избежать Ну, намного, проблем намного больше. и Да, а-ля да, да. сэкономить в итоге все равно это может быть выгоднее, чем Да, самому да, покупать. да. Что еще? Нотариус. Мгм. Ты платишь за нотариуса. И обычно 2 раза при покупке подписывается договор нотариуса. Первый — это договор предварительной покупки. Это умова Мгм. девелоперский договор. В чем суть? Застройщик обещает тебе, согласно этому договору, построить дом через какое-то время. Мгм. А ты ему веришь. И ты обещаешь ему заплатить такую-то сумму, когда он достроит, при этом оплачивая там по чуть-чуть. Вот это договор. А второй договор — это перенесение собственности уже от застройщика на тебя. Ты Мгм. уже становишься владельцем. И в целом сейчас это будет стоить за 2 договора где-то до $1500 вместе с переводчиками, со всеми там Мгм. выписками от нотариуса и так дальше. 750 на входе и 750 на выходе, короче, евро там. Или долларов. Плюс-минус, да. Там первый чуть дешевле, второй чуть дороже, но в целом Окей. вот эта сумма будет общая. Да и все. Окей. Пока вот ничего мне в голову больше не приходит. Налоги обсудили. Часто вопрос, покупать ли на компанию. Мгм. Ну, типа, приеду, открою спулку, либо одноособовую діяльність. Что это дает? Какие плюсы дает? Или минусы, наоборот? Продавать ты будешь с НДСом, скорее всего. Потому что, купить ты ее можешь на компанию. Лучше уже покупать тоже с НДСом. При этом в чем плюс? Ты можешь купить, например, за те же 800. Уже с НДСом цена будет. Мгм. Потом сделать в ней ремонт, и эти все стройматериалы, работу и так дальше ты кидаешь себе в кошты. 100 тысяч условно, да? Например. В кошты. Да. И тогда на выходе у тебя продажа за 1 000 000, но ты уже платишь не от 200 тысяч налог, а от 100 тысяч налог. Потому что Или ты... от 50 тысяч. Ты 150 потратил, у тебя 50 тысяч чистой прибыли, да? Да, да, да. Ну и опять же, есть очень много способов, как вот это налогообложение в целом обходить. Мгм. То есть это могут быть абсолютно разные вещи, которые покупаются на компанию. Это может быть там дробление каких-то вещей в компании. Ну, машину можно взять себе, по факту там ездить на ней. Да, Лизинг, допустим. поэтому как бы это отдельная тема, и Мгм. хороший бухгалтер за $100 тебе как раз вот это и расскажет. Мгм. И поможет тебе сэкономить тех же 20 тысяч злотых как раз на том за $100. Ну Поможет. да, либо тут у Стасика на канале можно посмотреть видео. У нас как раз есть там про спулки. Мгм. Все, Приехал. 2 вопроса, да. У Да, меня да, есть да. 2 вопроса. Первое, это можно ли брать кредит, если ты только приехал, или это только рассрочка вот это на 2 года? И второе, какие документы нужны? Человек сейчас смотрит это видео, Мгм. какие ему документы нужны? Только паспорт или еще какие-то фокусы? Загранпаспорт. И все. Это будет Давай достаточно. сделаем вот загранпаспорт. Загранпаспорт.
И по поводу кредита, можно ли? Мгм. Нет, этого нельзя сделать, то есть нужно проработать хотя бы полгода официально, получать зарплату, чтобы получить кредит. Да, есть Э, банки, в Есть которых банки ты можешь получить кредит на без карт квартиру побыт, без да. карты побыта, но при этом ты им должен иметь кредитную историю, да? Кредитная история обязательно, да, да, А да. вот, например, сколько? Если у меня зарплата 8000 злотых, я Мгм. вообще как бы могу на что-то рассчитывать или нет? Вот у меня Да, было да, 6 конечно. месяцев, 7 месяцев зарплата такая. Мгм. Конечно. Смотри, эти ставки, они постоянно меняются, точнее, Мгм. твоя кредитная способность постоянно меняется, и каждый месяц тебе могут дать разное количество денег, но в целом из-за того, что каждый месяц вибор падает сейчас, вибор — это, ну, плавающая ставка, Ставка. Мгм. в целом вот за твои 8 тысяч тебе каждый месяц чуть-чуть все больше и больше могут дать, Мгм. когда ты будешь обращаться. Я Дать предлагаю что? здесь... Тело кредита как бы? Да, да, тело Мгм. кредита. Я предлагаю просто на экран вывести условно X — это твоя зарплата, и Y — это сколько денег График, да, ты какой-то э, дашь нам, чтобы сколько представить? денег тебе банк может дать. Потом 1,5 икса и 2 икса, чтобы посмотреть, сколько тебе денег. Наглядно. Ну, Окей, на классно. сегодняшний день. У нас сегодня Классно. последний день февраля, да, то есть Мгм. на сегодняшний день сколько тебе могут, или предпоследний день, сколько тебе могут дать денег, чтобы, ну, потому что завтра уже может быть другая цифра, поэтому вот так. И смотри, важно проработать полгода, точнее, не проработать, Мгм. официально получать доход. Да. При этом, если ты открываешь ИП или ты открываешь спулку, тогда это минимум год. То есть в Польше и, наверное, в целом в Европе, если ты бизнесмен, то ты на птичьих правах, знаешь, вот таких. Ты Тебе намного сочувствуют, хуже тебе можно посочувствовать, да. То есть ты в терпила, да, группе такой риска. типа? Да, ты в группе риска, значит, это значит, что у тебя там не стабильный доход, это значит, что ты, не знаю, Тебе надо, склонен к риску и так дальше. тебе надо X2, наверное, показывать от того, что Да, простому да, человеку да. на работе И нужно. минимум год стабильно нужно показывать Да, прибыль, и они смотрят не на весь твой оборот, да, а смотрят именно на то, сколько тебе остается. Поэтому да, если ты еще и не хочешь платить налоги, а играешься, знаешь, в расходы-приходы, чтобы на ноль выходить каждый месяц, то тебе кредита не дадут. да, Поэтому такая класс. история. Тут как бы Польша и все банки в Польше очень сильно любят стабильных ребят, которые стабильно себе ходят на работу с 9 до 17, вот это идеальная картина. И Идеальный стабильно себе кандидат. получают каждый месяц какую-то зарплату, да. Вот такая. По поводу кредитной штуки, смотри, там очень много моментов, чтобы разогнать свою кредитную способность или чтобы не помешать своей. Но это могу тебе посоветовать кредитного дорацу, если не знаешь, Мы знаешь, как с сделаем? которым мы сотрудничаем, и он еще целый час может также рассказывать, вот как хорошо делать. Вот Отдельно в этой да, нише. да, да, это Тут точно не Тут про в нас. Польше в целом все сегментировано, да, то есть отдельно кредитный дораться, который по кредитам ипотечным для Мгм. простых там людей, отдельно дораться податковые, которые консультируют в основном все-таки бизнес и там про оптимизацию налогообложения, бухгалтер сводит проводки, есть юристы, которые специализируются только на судах, есть юристы, которые только на корпоративном каком-то праве, да, или там на арбитражном суде, или еще на чем-то. То есть все очень в Европе, в Польше, по крайней мере, Европа сегментировано. мотивируется Брюсом Ли. Знаешь, вот эту штуку. Я боюсь Не. человека... Я не боюсь человека, который знает миллион ударов, я боюсь Мгм. человека, который один удар тренировал миллион раз. Да, миллион То раз. есть если ты специалист в узкой нише, то значит ты, скорее всего, хороший специалист в этой нише. Да? Если ты знаешь все, то, скорее всего, ты ничего не знаешь. Ну И да. вот это как раз проблема. Смотри, у нас есть очень хорошие кредитные консультанты, и они обычно получают зарплату, их деньги им платит банк. Банк. Да, то есть за то, что они там получают кредит. Они сотрудничают со всеми банками, поэтому им, в принципе, все равно, какой банк тебя отвести. Нет такого, знаешь, что он только в тот пойдет. Нету конфликта интересов. Вообще, да. И плюс-минус все банки одинаково выплачивают. Поэтому у нас есть крутые ребята, и поляки, и наши русскоязычные в целом, которые здесь тоже давно работают, и у них очень много успешных кейсов. Смотри, из последних кейсов к нам обратилась женщина, которая уже почти год как на социальных выплатах с ребенком. То есть она родила ребенка и сидит на урлопе, на отпуск по воспитанию ребенка. Вот, и она говорит, я хочу в кредит квартиру. Я говорю, вам не дадут. Ну, вы же не зарабатываете, это социальные выплаты, вы же, ну, это нахлебник для государства сейчас. И сконсультировал это с консультантом, говорит, я и сделаю. И он сделал, прикинь. То есть я вообще в это не верил. Это такая success story, про которую я могу каждому рассказывать. Вот, это даже смешно, что это получилось, потому что я считал, что не получится. А он говорит, я и сделаю. И, по-моему, и в 2-3 банках даже подтвердили. Вот классно, да. Да, Поэтому Поэтому их тоже, мы оставляем приглашаем. твою инсту здесь под видео. Открывайте, ребята, описание.
Пишите по недвиге за рекомендациями, за донатами. Пишите, что вы с нашего канала. Мне будет приятно. И тебе тоже, наверное. Да. И какие у тебя финальные пожелания? Пожелания какие у тебя к людям, которые посмотрели выпуск от начала до конца? То есть они сейчас посмотрели где-то 1,5 часа, 1:20. Слушай, в машине они сейчас едут, это понял, уже слушают. много, да. Да, что ты им посоветуешь в конце? Слушай, это хороший вопрос. Я бы людям посоветовал и очень бы держал вот кулачки прям за людей, чтобы у них все было хорошо. Не обязательно рассматривать Польшу как, знаешь, единственное решение. То есть есть много стран, но если это вам близко, если это вам удобно, потому что логистически это очень удобно, да, сегодня ты сел в поезд, завтра ты в Варшаве и решаешь свой вопрос, то в целом точно не бойтесь спрашивать, точно не сомневайтесь и не слушайте каких-то, только один источник информации, обязательно рассматривайте разные, потому что очень много стереотипов, которые мы сегодня подняли, и которые еще дальше есть в обществе, которые как раз ограничивают людей от, на самом деле, не сильно страшных, но прибыльных и интересных решений, да, в жизни. И все, я пошел. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все ссылочки, упоминания, полезные рекомендации мы оставляем здесь. Будет тоже ссылка на твою инсту. И классного вам бизнеса в Польше, хороших вам инвестиций в Польшу. Попадки.